Слава Украине, привет всем от Полонского. Новости с Дальнего Востока, которые напрямую касаются Украины. Итак, друзья мои, Китай глобально предложил, то есть он работает глобально, он смотрит, что творит Трамп, видит, что Трамп все это делает, как бы вам сказать, не, с бадуна, что называется, с кондачка, не подготовившись, не разобравшись. То есть, вот, знаете, взял и шмякнул, да? Собственно говоря, Трамп вредит Китаю. Так вот, Китай сейчас глобально подходит к вопросу, знаете, это чудно звучит как-то, изоляции Соединенных Штатов Америки. При всем при том, что фактически Трамп помогает в этом случае Китаю. Вот что хотят сделать китайцы, об этом пишет Reuters. Китайцы хотят создать такой глобальный экономический союз. Это не будет союз в полном смысле того слова, как вот Евросоюз, нет, конечно. Но это будет, скажем так, сообщество стран, у которых будут то ли отсутствовать, то ли взаимно низкие пошлины, с тем, чтобы торговля была наиболее продуктивной между ними. И вот это сообщество стран с точки зрения китайцев будет включать следующих товарищей. Это Евросоюз, как коллективный член, это будет сам Китай, это Южная Корея и это Япония. Может, будет еще кто-то потом попозже. Россия там не предусмотрена от слова вообще. А где Соединенные Штаты? А Соединенные Штаты на обочине, изоляционизмом занимаются. Да? Сами себя изолируют от мира. Трамп заявил, что он хочет подписать за 90 дней, вот, на которые он отложил вот эти вот совершенно глупые и неподготовленные пошлины, он за 90 дней хочет подписать 90 договоров, сделать, как он говорит, сделать, да, с различными странами. Я вам скажу, с кем он вполне возможно подпишет эти сделки за это время. Я думаю, с Зимбабве подпишет, с Израилем подпишет, с Угандой, может быть, возможно, Буркина-Фасо, Папуа-Новая Гвинея, Восточный Тимор, Кирибати, Вануату, Самоа. Вот, ну вы поняли, да? Вот с этой публикой, скорее всего, подпишет. С развитыми странами, ну, может быть, с кем-то и подпишет, но, скорее всего, этого не произойдет, просто потому что, понимаете, а смысл подписывать что-либо с человеком, который через 90... Он передумывает через 3-4 дня. Да, он говорит, я вот ввел санкции навсегда. Потом вот будут ко мне... Что он сказал? Очередь к нему приезжает целая из, значит, лидеров стран, которые хотят подписать с ним сделку. Никто не приехал. Одно из них, Зимбабве, действительно сказали, что хотят. Вот, по-моему, Лесото и пингвины тоже вроде бы хотели. Вот, никто, короче говоря, из серьезных не приехал, он взял, бац, отменил. Так, а где гарантия, что он через 90 дней не даст еще 90, потом еще 190, а потом передумает, вообще все закроет? Ну, такой гарантии нет, поэтому с таким человеком что-то подписывать, ну, это себе дороже, это себя не уважать, это глупо, потому что завтра все это объявят несерьезным, как Будапештский меморандум. Был меморандум Будапештский, американский президент его дал, вот, мы даем гарантии. А теперь уже говорят, что нет никакого Будапештского меморандума, потому что пришел другой президент и говорит, да чхал я на то, что подписывал Клинтон, это вообще это было хрен знает, когда мне вообще плевать на это. Украина мне должна деньги, теперь я буду вот по карманам шарить. Это такая помощь, шарить по карманам, это такая помощь. Ну, чтобы вы понимали, да, это же, да, это как раз вписывается в Будапештский меморандум. Поэтому с таким человеком никто, конечно же, никаких долгосрочных вещей подписывать не будет. Все, знаете, все его пытаются пережить как ветрянку, я об этом давно говорил. То есть, ну вот приболело, приболел мир ветрянкой. Ну что, ну переживем в конце концов, да, вот, как-то так. Теперь возвращаясь к Китаю, почему это очень важно для нас. Смотрите, Китай, как там ни крути, и что там ни говори, является, наверное, основным хабом обхода санкций России. И когда, если будут создаваться условия для того, чтобы Китай вместе с Евросоюзом, Японией, Южной Кореей, может еще кем-то, создавал экономическую зону, то вот этот вопрос, он станет очень и очень жестко. Потому что как бы Евросоюз вводит санкции, а
а Китай потом, ну, Китай это не может и не намеренно делать, но а Китай потом не замечает, что через границу идет контрабанда туда, к России. Вот не замечает, но на глазах у них пелена. Вот. Так вполне возможно, что перейдя на ту сторону, на светлую сторону, Китай в результате перестанет помогать России. То есть, ну как сказать, все равно будет какую-то контрабанду вести, это и коню понятно. Но, скажем так, не в тех размерах, которые Россию могут удовлетворить и могут ее спасти на поле боя. Вот. Ну, может, войны уже к тому времени не будет, Бог его знает. Вот. Но тарифы-то останутся, и санкции, конечно же, останутся. Да, санкции не снимут. Европа это уже объяснила, санкции не снимут, по крайней мере, Евросоюз, а для Европы, а для России именно болезненные европейские санкции, потому что со Штатами у них никогда большой торговли не было, как, кстати, и Украины тоже никогда со Штатами большой торговли тоже не было. Поэтому для них важен Евросоюз. А Евросоюз сказал, пока украинская земля остается под оккупацией, соответственно, нет условий для снятия санкций. Уйдите из Крыма, уйдите там из Херсонской области, из Донецкой и так далее. Тогда с вас санкции снимут. А, нет, ну тогда живите санкциями. Санкции полезны, вам сам Путин сказал. Вот. Вот такие вот дела. Так что это очень интересный такой момент. Если действительно будет в той или иной степени реализовано вот это общество, тут будет два момента. Первое, это однозначно будет усиление действий существующих санкций в отношении России, что крайне важно. Ну и второй момент, это самоизоляция Америки, которая может привести к чему угодно. Потому что в Америке станет дороже абсолютно все. Вот сейчас смотрите. Сейчас, чуть не сказал Рейган, не Рейган, конечно, и не Буш, а Трамп. Да. Трамп отменил на 90 дней, нет, он, по-моему, вообще отменил даже вот эти санкции в отношении китайской электроники. Угу. О, очень интересно. Почему? Потому что в Америке подскочат цены на телефоны, подскочат цены на плазмы, на телевизоры, на мониторы, на блендеры, на соковыжималки. Ну, вы прекрасно поняли. Да, на все, что содержит в себе электронную компоненту. Да? Вот. И тогда уже вот этот избиратель не будет к нему благосклонен. Понимаете ли? Да, и произвести это все в США – это большая проблема. Просто не получится. Кстати, Тим Кук, интересно, выступил, он из Apple. Это один из руководителей Apple. Он объяснил, кстати, для Трампа, почему в том числе, вот, как вам сказать, все устройства Apple производятся в Китае. Он объяснил очень просто. Производство организовано в Китае не потому, что там дешевый труд. В Китае труд уже не дешевый. Поверьте мне, там зарплаты не хуже американских. На сегодняшний день кое-где уже и получше. А потому что там высокая концентрация специалистов. Понимаете? То есть почему-то вот тот же Венс, Венс вообще откровенно глупый дурачок, мужичок точнее, дурачок. Как кому виднее. Вот. Венс говорит, что они там крестьяне, еще что-то он на них говорил. Несомненно, в Китае есть и крестьяне, тоже их много, но что касается людей с высшим образованием, с высшим техническим образованием, то Китай впереди планеты всей, и Америке на него еще пхаться и пхаться. Вот. И вот именно концентрация в одном месте вот такого количества высокообразованных специалистов, такого как Китай, нет просто нигде. Вот почему, в том числе и из этой причины, Apple там пооткрывал свои предприятия. Вот. Извините меня, он же не откроет где-то в штате Миссисипи, где там высшее образование у одного из 150, и то такое, да. Вот и все. Просто потому, что не потянут это производство в штате Миссисипи, благословенном, или Луизиане, да. Потянут только там в нескольких точках. В Калифорнии, может, в паре точек Техаса, в Нью-Йорке в нескольких точках. А в Китае почти везде, кроме внутренних областей. В этом разница. Просто за эти годы, пока Америка курила, хотел сказать, бамбук, да не бамбук, курила дурь всякую, китайцы сделали такой рывок, что оставили далеко позади всех. Во всяком случае, в плане образования, в плане математики, в плане физики, химии и так далее. Так это абсолютно точно. Вот и все. Да, так что вот такой момент. Значит, никто не будет из Китая переносить производство. Но мы же говорили только об электроне, или, скажем так, электронно содержащих всяких вещей.
Ну, хорошо, а тогда другой вопрос, более простые вещи. Вы хотите сказать, что всякие там, не знаю, расчески, резинки, лезвия для бритья и все остальное, это все тоже из Китая в основном. И там себестоимость довольно низкая производство. Вы думаете, это тоже будут переносить в Соединенные Штаты Америки? Нет, конечно, никто не перенесет, потому что в этом нет смысла. Оно будет стоить мульон. Вот эти вот, я условно говорю, лезвие для бритья, пенка для бритья, еще какая-нибудь ерунда. Если ее делать не в Китае, а в США, то по 1001 причине оно будет дорогим. А сейчас на это все введены пошлины. Вроде бы незаметные, потому что товар незаметен. Но когда ты придешь, тебе понадобится пенка для бритья, условно, она будет в 3 раза дороже. Из-за пошлин, которые в результате на конечного потребителя упадут, то тоже его эти почитатели, эти магисты, магопитеки, они тоже начнут орать. Почему все стало дороже? Да по кочану, потому что ввели тарифы. А тарифы это не против производителя вообще так, как оказывается. Тарифы это, как оказывается, это против потребителя. Нам в Украине это очень хорошо известно, когда ввели новые налоги на, помните, на иномарки, бляхи, на евробляхи. Ну, так что, машины после этого дешевле стали? Конечно, стали дороже. Это очевидно. Вот и все. Ну, всем очевидно, кроме американских потребителей. Вот так вот. Да, так что очень интересные моменты, и нас ожидает такой момент. Еще один момент, да, по Японии. Вот Япония, которая, да, с Китаем, с Южной Кореей хочет, видимо, хочет. Да, почему? Потому что японский, да, еще один. Два момента по Японии. Первое, японский премьер заявил, что они не будут спешить с подписанием соглашения вот это вот с Трампом. То, что он отвел 90 дней. Он говорит, не, мы не будем этого делать, мы подождем, посмотрим. Значит, дословно, нам нужно понять, что стоит за аргументами Трампа. Япония не планирует идти на большие уступки и не будет спешить с заключением соглашения на предстоящих переговорах с США по тарифам. Это премьер-министр Японии Исиба заявил. Вот, собственно говоря, и все. То, о чем я говорю. Большие страны, большие игроки, нормальные страны не будут бежать, спотыкаясь, значит, заносить зад на повороте Трампу. Тем паче, еще раз говорю, он сегодня тебе скажет одно, завтра другое, послезавтра третье, а послезавтра вообще скажет, а кто ты такой, я тебя никогда не видел. Вот и все. Поэтому с ним никто ничего подписывать не будет. Будут вот так и будет. 90 дней, еще 90, еще 90, а там, глядишь, Трампа в тюрьму посадят. Вот, американцы же, да, ну не японцы же. Еще один по Японии очень интересный момент. Значит, в Японии открылся Экспо 2025 в Японии, открылась выставка. Вы видели, ребята, очередь в украинский павильон. Да, здоровенная, там просто. Вот я сейчас смотрю на это, ребята, десятки метров, да нет, там сотни, наверное, метров в очереди. И стоят терпеливо эти японцы и ждут, чтобы зайти в наш павильон, чтобы посмотреть, что делает Украина, что мы производим. А мы что-то такие, особенно в военной, по военной тематике, мы что-то таки допроизводим, и довольно хорошее. Никто же не может понять, как вот эта гигантская страна напала на вот эту маленькую страну, получила в морду как следует. При всем при том, что маленькой стране еще нож в спину засунула другая гигантская страна из-за океана. Никто не может понять, как это может произойти так. Вот японцы хотят посмотреть на это чудо чудное. Да? Это Украина. Это Украина в Японии. А японцы в шоке. Вот так вот. Все будет Украина.